Эмоции положительные. Делюсь. Ну что, у нас новое путешествие. Это должна была быть Турция, но сегодня мы приехали в Йошкар-Олу. Это Патриаршая площадь, и на ней находится памятник Алексию II. Он считается первым в России и в мире памятником патриарху. А это памятник Ивану Андреевичу, основателю города Йошкар-Ола. Государственный Марийский университет и СССР. Живо. Памятник Ёшкину как потереть. Яички сразу. У меня больше. Такие же железные. Да-да-да-да. И снова памятник Ленину. До сих пор в каждом городе нашей страны стоят памятники Ленину. И, по-моему, это какой-то театр. Город Йошкар-Ола основан в 16 веке. Население всего лишь 250 тысяч человек. Несмотря на это, город очень уютный, очень чистый. И тут четырехполосное движение на дорогах в каждую сторону. Нам в Нижнем Новгороде так. Театр оперы и балета. Похож на обычный дом жилой. На противоположной стороне театра оперы и балета находится Йошкар-Олинский колледж культуры, который до сих пор ведет набор талантливых музыкантов. Только посмотрите, какая великолепная библиотека. И чей-то бюст. Тоже корпус библиотеки. Если вы обойдете библиотеку, вы окажетесь в детском парке аттракционов. И тут есть очень классное колесо обозрения, на котором мы сейчас прокатимся. И я уверена, всю Йошкар-Олу мы увидим с высоты птичьего полета. Мы уже поднимаемся на вершину. И вот видно все красоты Йошкар-Олы. Поблескивают купола на солнышке. Зато теперь мы знаем, в какую сторону нам двигаться. Прокатиться на колесе обозрения стоит 100 рублей с человека, что очень дешево. Прямо в парке рядом с аттракционами какая-то небольшая церковь. Парк культуры в Йошкар-Оле очень большой. Тут зона с обычными аттракционами, зона с аттракционами для детей и аллея памяти с вечным огнем и со стеллами. Стелла с солдатом, который на вытянутой руке держит автомат. Памятник Чевайну Сергею Григорьевичу, драматургу и поэту. А мы уже подходим к туристической зоне Йошкар-Олы. Позади нас башня. Йошкар-Ола в переводе означает «красный город». Поэтому и набережная тут красная, все такое красное, яркое. Прямо глаз радует. Маленький европейский город в центре России. Перейдя мост над рекой Малая Кокшага, спуститесь вниз. За чисто символическую цену можно покататься на катамаране или лодке. Стоит такое удовольствие всего лишь 250 рублей за 30 минут. Вот эти две букашки — наши друзьяшки. Снимаем друг друга. Блогеры. Пришли покушать. Тут очень небольшие цены, и вот эти два подноса у нас вышли на 330 рублей. А это памятник букве И краткое, посвящен городу, его жителям и, конечно же, названию марийской столицы.
несовершеннолетние приедете в Йошкар-Олу, обязательно попробуйте медовуху. Это прямо must have, что нужно сделать первым делом здесь. Продается в Кремле. Приятным бонусом будет прогулка по стенам Кремля. В Йошкар-Оле это бесплатно. Мы продолжаем гулять по замечательной Йошкар-Оле, и сейчас мы обходим набережную Брюгге. Там идет какой-то концерт местного радио, вход платный, и они закрыли своим концертом кукольный театр и часы апостолов. Сюда теперь не попасть. Вот это здание, это библиотека, и тут новая какая-то скульптура. А мы пошли наконец-таки в сырную лавку. Я уже хочу сыров. А вот тут вот находится национальный музей Марии Эл. Мария Лин Калыкле Тоштерже. Мы с Антоном приняли решение, что классно жить в таком городе, как Йошкар-Ола. Только работать негде, а если есть где, то за копейки. Тут так спокойно. Мне кажется, если я выйду на пенсию, возможно, я приеду жить именно сюда. Куплю квартирку на набережной, буду каждый день гулять со своими собаками. Вот она, наша сырная лавка. Тут и музей, и магазин. Выбор, сразу скажу, небольшой. Помимо сыров там продают молочку, мороженка местное и вкусняшки. Я из сыров купила себе свой любимый камамбер. На набережной есть какое-то здание с разбитыми стеклами, недостроенное. И сразу видно, что стройка уже заморожена. Интересно, когда его достроят. Очень сильно портит вид. А зайдя за это здание, можно обнаружить еще очень много недостроенных и заброшенных. И это прямо в центре города. Мне кажется, с этим нужно что-то делать. Туристы приезжают, и им не хочется смотреть на такую бокс. А это вот очень интересное такое круглое здание. Это больница детская. Ой, точнее, поликлиника. Детей принимают здесь. А мы переходим на другую сторону набережной Брюгге. И там очередные скульптуры. Вот это посвящена Николаю Васильевичу Гоголю. И обратите внимание, что на крышах этих домов тоже скульптуры. Европейские дома. Дешевая Европа. У нас поездка вышла на 6 тысяч. Просто невероятная набережная в Йошкар-Оле. Камера не передает всех цветов этой красоты. Просто нереально. Кстати, эта набережная, по которой мы сейчас идем, параллельно набережной Брюгге, называется набережная Амстердам. Я так понимаю, это Пушкин. И ему нужно потереть носик. И тогда твои желания сбудутся. А вот кто это? Если вы не любите ходить или устаете долго ходить, можно взять в аренду велосипед. Вот рядом с этой башней есть прокат. 1 час 150 рублей с человека. Наступил наш второй день пребывания в Йошкар-Оле. У нас осталось буквально пару часов. Мы идем в одно очень крутое место и хотим позавтракать. По поводу жилья мы на Авито сняли двухкомнатную квартиру, 1000 рублей в сутки. То есть за 2 ночи 2000 рублей. Снимать и показывать ее я не буду. Скажу только одно, что там очень дико воняют подушки. Просто на них невозможно спать. Мы спали 2 ночи без подушек. Похоже на какой-то сказочный замок. Но на самом деле это школа.
Средняя общеобразовательная школа номер 5. Или по-другому она называется «Обыкновенное чудо». На первый взгляд может показаться, что это просто какой-то сказочный замок огромный, который стоит в центре города. Да, школа на самом деле очень огромная, потому что у нее очень много корпусов. И все они находятся в одном месте и объединены друг с другом. Но, к сожалению, на территорию школы нас не пускают. Она огорожена забором, и я думаю, это правильно. Мне кажется, здесь можно снимать всякие диснеевские фильмы, потому что очень похоже на замок спящей красавицы. В школе учатся не дети богатых родителей, а обычные ученики. Школа была построена в начале 2000-х местным бизнесменом Сергеем Мамаевым, которому хотелось, чтобы дети с удовольствием шли в школу. Если честно, мне очень интересно, как эта школа выглядит изнутри. Такая же она сказочная и красивая или современная? В школе углубленно изучают экономику и правоведение. Прямо рядом со школой, в здании МВД, есть столовая. Называется она Кочмувер. Вот. В ней мы сейчас и позавтракаем. Цены недорогие. Вот эти вот 2 подноса. Суп, 2, салат, сырники и 2 чая. Вы не поверите, у нас вышли на 197 рублей. Это очень дешево. Кремль работает с 10. Хотели купить еще пару бутылок медовухи. Я. Вот, решили просто пока прогуляться. Кстати, вчера погода была хорошая, нам очень повезло. Сегодня тучи идут. Сейчас моросил дождь. Хорошо, что именно сегодня мы уезжаем. Мы снова решили заскочить на набережную. Вчера это место не смогли посетить, все было перекрыто. И это у нас скульптура Святейший Алексий II, патриарх Московский и всея Руси, основатель Йошкар-Олинской и Марийской епархии. Вернемся к моей любимой теме туалетов. Если очень долго гуляли по набережной и захотели, то вот здесь вот есть Евроспад. Вот. Прямо рядом с часами 12 апостолов находится там бесплатные туалеты. Ну что, подошло к концу наше 2-дневное пребывание в Йошкар-Оле. Нам очень понравилось, город очень маленький, его можно полностью пешком обходить весь за целый 1 день. Я еще не знаю, в какой город мы отправимся в следующий раз, а вы пока подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и следите за моими новыми влогами и видео. А с вами была Елизавета Кировская. До новых встреч! Нельзя! Она же помчится на тебя!